Когда мы говорим о мышлении искусственного интеллекта, часто представляется какой-то черный ящик. Мы задаем вопрос, получаем ответ, но как именно модель к нему пришла, остается загадкой. А это, конечно, создает проблемы с надежностью. Так вот, внутренний процесс рассуждений ИИ зачастую действительно хаотичен. Модель может легко сбиться с пути, уйти в сторону или просто запутаться в собственных выводах. В итоге — ошибка. До сих пор у нас было, по сути, два пути. Первый — цепочка мыслей. Он слишком прямолинейный, как шоссе. Легко опереться в тупик. Второй — граф мыслей. Это уже похоже на клубок спагетти. Сложно, запутанно и неэффективно. Но что если есть третий путь, способ, который предлагает золотую середину и структуру, и гибкость одновременно? Именно такой подход и был предложен в статье 2024 года, опубликованной исследователями из Центра юрисинформатики в Токио. Работа называется Layer of Thoughts Prompting или сокращенно LOT. Итак, в чем суть LOT или многослойного мышления? Проще говоря, это метод, который заставляет ИИ думать пошагаво. Он использует иерархию ограничений, чтобы слой за слоем отфильтровывать плохие идеи и оставлять только лучшие. А в основе всего этого лежит концепция, которая очень похожа на то, как мы сами принимаем решения. Называется она иерархия ограничений. Тут все просто. Есть жесткие ограничения — это правила, которые нарушать нельзя. Точка. А есть мягкие — это уже скорее пожелания. Чем больше из них будет выполнено, тем лучше мы посчитаем итоговый результат. Логично, правда? В LOT весь процесс рассуждения — это граф, но он не хаотичный, он четко разбит на слои. Каждый слой работает как фильтр. Он получает данные от предыдущего, обрабатывает их, отсеивает лишнее и передает дальше. Получается такая ясная пошаговая дорога к решению. А вот как это работает механически? На каждом слое есть, скажем так, менеджер, который ставит общую задачу. Под ним работают специалисты. Они генерируют разные варианты решений. Затем менеджер собирает эти варианты, отбирает лучшие и передает их на следующий уровень. И так, шаг за шагом. Теория звучит интересно. А как это выглядит на практике? Давайте посмотрим на первый пример из статьи. Задача — найти нужную статью в огромном гражданском кодексе Японии. Для этой задачи исследователи создали трехслойную систему. Первый слой — это грубый фильтр. Он просто ищет статьи по ключевым словам. Второй слой уже умнее, он анализирует их смысл, семантику. И третий, финальный слой, проводит последнюю проверку. Точно ли найденная статья отвечает на исходный вопрос. И вот что получилось. Как видите, лот-структура показывает самый высокий результат по F2-мере — 0,835. Она обходит и конкурентов, и стандартный подход. Эта цифра 0,835 очень важна. F2-мера — это такой показатель, который учитывает и точность, и полноту, но с акцентом на полноту. То есть для него важнее найти все нужное, даже если попадется немного лишнего. И здесь Layer оказался лучшим. Проще говоря, LOT сумел найти почти все релевантные статьи, не захватив при этом кучу информационного мусора. Для юридической практики такой баланс — это именно то, что нужно. Хорошо, с кодексом разобрались. Теперь задача еще сложнее — извлечь неявные правила дорожного движения для беспилотных автомобилей из текстов судебных решений. Вот этот график отлично показывает всю сложность задачи. Синие столбцы — это общее количество предложений в документах, а крошечные оранжевые — это те самые, что содержат правила. Это буквально поиск иголки в стоге сена. И снова в деле трехслойная структура. Первый слой ищет кандидатов по ключевым словам. Второй оценивает, насколько каждое предложение вообще похоже на правила. А третий слой отбирает десятку самых релевантных. Результаты здесь еще более показательны. Да, точность невысока, но посмотрите на полноту. LOSNOT находит почти все, что нужно найти. Почти 97%. В юридическом контексте или при разработке систем безопасности это самое главное — ничего не упустить. Лучше проверить несколько лишних вариантов, чем пропустить одно критически важное правило. Что ж, давайте подведем итог. В чем же секрет эффективности этого многослойного мышления? Ну, во-первых, это сбалансированная производительность. Во-вторых, эффективность. Послойная структура отсекает массу ненужных вычислений. В-третьих, это масштабируемость для работы с огромными объемами данных. И, пожалуй, самое важное — это объяснимость. Мы можем проследить всю логику ИИ. Как метко отметили сами авторы статьи, цитирую,
Сила иерархии мыслей является ключевым фактором в разработке алгоритмов, которые одновременно эффективны и интерпретируемы. Таким образом, Layer of Thoughts — это не просто очередная техника, это фундаментальный сдвиг к более структурированным, прозрачным и в конечном счете более точным системам ИИ для решения по-настоящему сложных задач.